Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на март 2023 года. Мы с вами плавно входим в весну и проанализируем, посмотрим, что же вам приготовит этот месяц. Работать я сегодня буду с Суфи Таро, а также языческими Ленорман. Это то, что сегодня буду использовать в работе. Наша задача, как всегда, настроиться на получение информации и взять для себя из всего этого объема рациональное зерно истины. То есть не воспринимать сразу информацию в штыки, если она в чем-то нам не угодна, нам не нравится, а, знаете, как пища для размышлений и подстраховка в каких-то необходимых моментах. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросов здоровья, личной жизни и, секундочку, рекомендации от карт на этот период. Сейчас выложу арканы, чтобы они вам были хорошо видны. Приступим с вами. Итак, общая энергия месяца. Пятерка чаш. Пятерка чаш — это по какой-то причине кручинится. Знаете, потому что вы теряете какие-то возможности, но не видите того, что есть перед вами, фактически под вашим носом. Для многих это может быть ситуация, когда, допустим, ну не знаю, вы там теряете работу или там отношения, то есть или надежды, какие-то планы, мечты не осуществились, и вы все, ситуация кончена, что делать, куда двигаться дальше, а возможности, они рядом. Самое главное, нужно их суметь разглядеть. Безусловно, эта карта сама по себе, она многогранна и может у вас быть созвучной в различных сферах жизни. Я дотягиваю в чем конкретно, и у вас здесь падает Чакефалак. Ну, это как танец судьбы, колесо судьбы. Это у них такой магический обрядовый танец у турков. Так вот, это колесо судьбы указывает, что вы в чем-то будете не готовы адаптироваться к переменам. Перемены эти кардинальные. У кого-то в плане переезда, смены места жительства, для кого-то это изменение финансовой ситуации. Ну вот я дотягиваю, видите, туз мечей. Для большинства это как острый или ключевой вопрос, и он будет все-таки связан с вопросами карьеры, реализации и вопросов переезда, если смотреть связки в совокупности карт. То есть как сложно принять эту новую информацию, сложно принять этот новый план, адаптироваться к происходящему, но тем не менее все решаемо. Будем смотреть на вопросы работы. У нас здесь падает аркан Луна, карта, которая говорит об изменениях в текущей ситуации. Потому что для большинства это либо изменение условий труда, либо графика работы. Для кого-то просто, допустим, переход в работу в ночную смену. У кого-то по принципу там сутки через трое. А для кого-то это может быть сезонная работа, сезонные объекты. Потому что Луна всегда говорит о цикличности, о каком-то сезоне. То есть период прошел, начинается новый. То есть вопросы непостоянства. Будем с вами проверять и смотреть, что же вам сулит эта карта. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, ну и по ряду причин работать не может. Здесь у нас падает дочь чаш или паж чаш, как называют этот аркан. То есть для большинства она указывает на ситуацию, это занятие творческими проектами, акцент на детей, на внуков, на их воспитание, попытки, возможно, монетизировать handmade. Для некоторых из вас это могут быть дотации, выплаты на детей, как на маленьких, или же финансовая помощь от детей уже возрастных. Но пока на текущем этапе карты вам говорят о том, что попытайтесь выжать максимум из того, что вы любите делать, чем вы любите заниматься. И неважно, вы там занимаетесь слесарными работами или там, не знаю, ловите рыбу или кто-то там вяжет крючком, не имеет значения. По сути, при грамотном подходе любое дело можно поставить на поток и на конвейер. Самое главное этого захотеть. Понятно, от того, что вы сделаете рекламу двум соседям, ситуация не поменяется. Здесь действительно нужно будет открывать какие-то социальные сети, выкладывать ваши труды, ваши работы, везде как бы давать рекламу, то есть заниматься этими вопросами. Если вы у нас в статусе соискателя, Луна и пятерка жезлов указывают на ситуацию конкуренции. Трудоустройства пока нет, ну, по крайней мере в рамках этого месяца так точно. Здесь только искать нишу и осваивать какую-то нишу, то есть найти свое место, но трудоустройство арканы не предполагают. А для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то Луна и Солнце указывают на
благоприятное изменение условий труда. Для кого-то это может быть период отдыха, то есть некая такая пауза, затишье, потому что это может быть элементарно отпуск, но для вас это благоприятные перемены. А для тех, кто владеет собственным бизнесом, у нас Луна и карта умеренность указывают на ситуацию, что для вас здесь все без изменений, все стабильно. И Луна просто может указывать на периоды цикличности, когда у вас есть то спад, то рост, да, заказов, заявок, работы с вашей клиентской базой и прочее. Но здесь ситуация стабильная, сетовать не на что. Да, это вас может удручать, заставлять нервничать и выбивать из колеи, но тем не менее не все так плохо, как вам кажется. Тем более посмотрите на финансовую сторону вопроса. Двойка чаш. По двойке чаш, во-первых, это всегда финансовое подспорье от либо второй половины, то есть будет там ваш парень или девушка, или там супруг, супруга. Кто, допустим, на текущем этапе свободен, то двойка чаш – это финансовая помощь и поддержка со стороны кровных родственников. Поэтому здесь финансовый план у вас стабилен. Жаловаться не на что, все прекрасно. Для некоторых из вас это даже получение денег из двух источников дохода. Ну, допустим, какие-то социальные выплаты плюс финансовая помощь со стороны близких вам людей. Если рассматривать вопрос здоровья, здесь у нас ложится король пентаклей. С одной стороны, прекрасная карта, потому что пентакли – это всегда стабильность. Но с другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на сердечно-сосудистую систему и на вопросы желудочно-кишечного тракта, потому что пентакли у нас всегда указывают на образование камней, они у нас указывают на застой чего-либо в организме, поэтому здесь кому-то будет по рекомендации врача показана чистка и детоксикация. Если смотреть вопросы личной жизни, то по четверке жезла вообще все прекрасно. Почему? Потому что это карта стабильности, карта комфорта, семьи, уюта, карта поддержки со стороны близких родственников. Опять же, решение вопросов, связанных с недвижимостью, решение каких-то ссор или конфликтов, связанных с близкими, с родственниками. То есть для вас это переход текущей ситуации на более высокий уровень. Сейчас посмотрим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Четверка жезлов и рыцарь чаш показывают, что здесь может быть знакомство на каком-то семейном мероприятии, на свадьбе, на дне рождения. То есть, потому что четверка жезлов это, как правило, какие-то семейные мероприятия. Ну или по протекции членов семьи это с кем-то познакомиться дистанционно через интернет, потому что, видите, вот тоненький мост, который вас здесь объединяет и связывает. То есть у вас начинаются перемены, личная жизнь налаживается, все здесь прекрасно. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, четверка жезлов и повешенный указывают на ситуацию некого переосмысления, переоценки системы ценностей и стремления к стабильным союзам, к созданию семьи. То есть вы будете сакцентированы непосредственно на этом. А те, кто у нас находится в стабильных связях, то четверка жезлов и королева мечей указывают на ситуацию решения юридических вопросов. Они могут быть связаны как с доверенностями, допустим, на покупку или продажу недвижимости. Или переписывая там, не знаю, завещание, вопросы наследства, еще там какие-то нюансы. То есть это просто решить для себя эти нюансы. Для тех же, кто у нас, допустим, еще не состоит в браках, тут идет желание, стремление официально связать себя узами брака. Потому что первая карта, она у вас ведущая, то есть четверка жезлов это укрепление союза, королева мечей в частности. Да, я понимаю, что это карта двора, но она просто здесь несет характер ситуации, а не взаимодействие с третьими лицами. И указывает на решение всех этих бюрократических вопросов и проволочек. Если смотреть рекомендацию, у вас падает аркан отшельник или дервиш, он называется в этой колоде, то есть мудрец. Это стремление не то, чтобы быть интровертом, может быть, больше времени посвящать себе, тому, что вы любите, чем вы увлекаетесь, чем вы хотите заниматься. Переосмысление, переоценка системы ценностей, новый взгляд на жизнь, на вещи. Отсеивание ненужных лиц, которые, допустим, из вас тянут энергию. Это больше внимания уделять своим потребностям, своему зову души и тому, что действительно вас окрыляет. Но опять же, отшельник это не только поиск мудрости, это вынашивание, выстраивание планов, целей, идей, назову так, целеполагание. То есть проложить мудрый путь для решения каких-то значимых и важных для вас вопросов. Сейчас мы с вами посмотрим на неожиданность периода, какова здесь будет ситуация.
Что здесь по факту? Итак, у нас здесь падают звезды, птицы и карта гроб. Сейчас специально дотяну, уточню, что здесь есть в этом аркане. Так, но для кого-то это будет ключевое решение в плане завершения общения. Сейчас объясню. Потому что птицы и гроб — это еще, как правило, не только там дальние родственники, это соседи. Звезды, птицы, гроб — это, во-первых, может, да, действительно быть какая-то неприятная новость в отношении ваших соседей, поэтому вы здесь закручинились. И ситуация, когда ваши пути просто могут разойтись. С кем-то из родственников, ну, допустим, кумовья могут быть, да, то есть люди, с которыми вы длительный период общались, выстраивали какие-то связи, то есть все, здесь пути дороги расходятся. Не обязательно это конфликт, допустим, вы разъезжаетесь, как следствие вы понимаете, что общение будет меньше, ну, знаете, как потеря друга, поэтому пятерка чаш — это кручинница. Я не вижу здесь, сейчас даже дотяну специально, ну вот у нас падает карта крест, судьбоносная ситуация, видите, действительно, как пути дороги расходятся. Поэтому это как сожалеть о потере таковых людей, о том, что, допустим, они будут отсутствовать в вашей жизни, потому что по аркану звезда, как бы многие планы, цели были у вас связаны с этим окружением. Поэтому такой вот месяц, такова информация, такова ситуация, но мы, конечно же, для вас весь этот негатив перекроем позитивом, чтобы в вашей жизни отображались исключительно благоприятные моменты и жизнь вас только радовала. Поэтому в любом случае эту информацию, которую я вам доношу, еще раз хочу сделать акцент, озвучиваю для того, чтобы вы могли избежать каких-то негативных ситуаций или выйти из них с наименьшими потерями. Поэтому действуем по принципу предупрежден, значит вооружен, а самое главное, значит мы меняем нашу жизнь в лучшую сторону. Поэтому успехов вам в рамках этого месяца, пусть март для вас будет самым шикарным. Я вас благодарю за внимание и до новых встреч.